Обнаженные тела 5 убитых женщин найдены всего за 10 дней. Абсолютно неожиданно. Что это такое? Что происходит в Саффолке? На востоке Англии началось серьезнейшее расследование за всю историю. Но полиция Саффолка измотана. По улицам Ипсвича разгуливают серийные убийцы. Для полиции началась гонка с целью помешать убийце нанести следующий удар. Кто будет следующий? Пропал ли еще кто-нибудь из девушек? Чего ждать дальше? Может, я буду следующий? Но самые важные улики можно увидеть только под микроскопом. Существует только 2 нити криминалистических доказательств, которые будут центральными в данном деле: волокна и ДНК. Это невероятная история о том, как наука помогла раскрыть дело саффолкского душителя. Серийные убийцы. Саффолкский душитель. Ипсвич – портовый городок, в котором процветает проституция. Однако с обострением проблемы наркозависимости число молодых женщин, работающих на улицах, увеличилось. Эта ситуация беспокоит офицера полиции Стюарта Галла. В районе Ипсвича работало больше сотни проституток. Все они были крайне уязвимы. Им угрожала опасность. В понедельник, 30 октября 2006 года, местная девушка Таня Никол не вернулась домой. Однако ее родные кое о чем не догадывались. Таня вела двойную жизнь. Сколько? 50 фунтов обычный рассадки. Даю 20. 30. Последние несколько недель Таня работала проституткой, чтобы обеспечить себя наркотиками. Знакомый сценарий для многих местных девушек. Характер исчезновения Тани особенно беспокоит Стюарта Галла. Она буквально исчезла с лица земли. Судя по распечатке телефонных звонков, с 1 ноября не было ни исходящих, ни входящих звонков. Это вызывало беспокойство. Всего 2 недели спустя поступило заявление о пропаже другой девушки, 24-летней Джеммы Адамс. Как и Таня, Джем работала в квартале красных фонарей, чтобы оплачивать свое пристрастие к наркотикам. Вот тогда мы забеспокоились по-настоящему. Может быть, Таня и Джемма похищены, но живы, или все это как-то связано с торговлей наркотиками? Когда дело касается наркотиков, об истинной причине приходится только догадываться. В ходе расследования исчезновения Тани и Джеммы полиция останавливала автовладельцев в районе, где обычно работали девушки. Пожалуйста, заглушите двигатель. Вы знаете, что 2 девушки пропали? Нет. Вам знакомы имена Таня Никол и Джемма Адамс? Нет. Первый раз их слышу. Спасибо. Можете ехать. Несмотря на то, что были остановлены 500 машин и опрошены 2000 человек, никакой новой информации о девушках не поступило. Таня Никол пропала больше месяца, а Джемма Адамс 16 дней назад. Надежда найти их живыми таяла. Утром 2 декабря инспектор рыбнадзора Тревор Сондерс проверял ручей Белстед на предмет заторов после наводнения, случившегося из-за сильных ливней. Сначала я подумал, что это кукла, манекен, и вошел в воду, чтобы его вытащить. При ближайшем рассмотрении Тревор понял, что на самом деле представляет собой его находка.
Я спустился к воде, чтобы вытащить куклу и расчистить затор, но когда подошел ближе, то понял, что это не манекен, а человеческий труп. И тут же догадался, что нашел одну из пропавших девушек. О находке Тревора Сондерса доложили Стюарту Галлу. Кроме этого, ничего. Нам позвонили, кто-то нашел тело. Где? В ручье за затонами возле Хинтлшира. Не болтайте об этом, пока не разберемся. Пусть кто-нибудь сообщит родителям Тани Джема, что найдено тело. Я не хочу, чтобы они узнали об этом из новостей. Будет сделано, сэр. Разумеется, пока тело не опознано, автоматически готовишься к худшему. Мы предполагали, что это Таня или Джема. Узнав, что найден труп, судмедэксперт Дэвид Сак понял масштаб предстоящей ему задачи. Вероятность найти криминалистические улики на теле на месте обнаружения трупа крайне мала, поскольку на обнаженном теле, находящемся в проточной воде, ничего не остается. Поэтому мы с самого начала знали, что обстоятельства против нас. Тело опознали как Джему Адамс. Новость о смерти Джемы разнеслась быстро. Когда я узнала, что это она, то чуть с ума не сошла. Мне даже сейчас тяжело об этом думать. Все в душе переворачивается. Поиск улик усилился. Водолазы и криминалисты почти неделю прочесывали местность на жутком холоде. Поиски уже почти свернули, как вдруг один из водолазов сделал ужасную находку. Серийные убийцы. Декабрь 2006-го. Из квартала красных фонарей в Ипсвиче пропали Таня Никол и Джема Адамс. Обнаженное тело Джемы было обнаружено в ручье на окраине города. Затем, прочесывая местность, водолаз сделал еще одну шокирующую находку. Судмедэксперт Дэвид Стак вспоминает, как услышал новости. Помню, мне позвонили и сообщили, что найдено второе тело. Я спросил, где. И, как услышал Белстедбрук, тут же забеспокоился. Тело, обнаруженное меньше, чем в 3 километрах от того места, где была найдена Джема Адамс, без сомнения принадлежало Тане Никол. Даже в кошмарных снах мне не могло присниться, что я найду тело Тани Никол. Мы работали уже не по делу о 2 пропавших без вести. Это было двойное убийство. Несмотря на сходство, полиция не могла исходить из предпосылки, что 2 смерти связаны. По каждому из этих убийств будет работать следователь. Не нужно безосновательных выводов. Не забывайте, что это может быть совпадение. Есть информация о причине смерти? Ничего конкретного, сэр. Тела в плохом состоянии. Криминалисты что-нибудь нашли? Пока нет. Похоже, тела хорошо промыло, но не ищут. Было проведено вскрытие, но оба тела пролежали в воде так долго, что убедительного заключения сделать не удалось. Судмедэксперт Рэй Палмер понимал, что получить хоть какие-нибудь доказательства будет почти невозможно. Тела несколько недель пролежали в проточной воде, и перспективы обнаружить на коже волокна или другие криминалистические улики, или даже ДНК, практически равны нулю. Выбор убийцы места свидетельствует, по мнению криминалиста Дэвида Уилсона, о том, что полиция имеет дело с методичным и расчетливым убийцей. Тот факт, что он оставил тела в воде, чтобы уничтожить любые улики, позволяет предположить, что это был, как говорят криминалисты, организованный убийца. Имеется в виду, что он очень тщательно продумал, как сделать так, чтобы его не поймала полиция.
crucially going to avoid being detected from the police. В отсутствие улик детективам нужны были свидетели. Они опросили других женщин, работавших в квартале красных фонарей Ипсвича. Одной из них стала проститутка Пола Кленнелл. Насколько хорошо вы знали Таню? Достаточно. Знала, что она тоже работает на улице. Она была довольно милой. Мы угощали друг друга сигаретами. Когда вы видели ее в последний раз? Может, неделю-две назад. А вы не можете припомнить точную дату или день недели? Время суток. Было где-то 12:30 в конце октября на Берлингтон-роуд. Берлингтон-роуд – одна из немногих улиц, входящих в квартал красных фонарей Ипсвича. Этот район находится под постоянным наблюдением камер. Попытки найти Таню в ночь исчезновения полицейские просмотрели 16 тысяч часов съемки. Их настойчивость оправдала себя. Были найдены кадры, на которых Таня садится в темную машину в ночь исчезновения. Однако изображение недостаточно четкое, чтобы увидеть регистрационный номер машины. Усилия полиции по установлению личности убийцы не увенчались успехом. И вдруг стало известно о еще одном трупе. Один автомобилист сообщил, что нашел обнаженный труп молодой девушки. Это было совершенно неожиданно. В это было трудно поверить. Сразу посыпались вопросы. С чем мы имеем дело? Что происходит в Саффолке? Обнаружение еще одного трупа меньше, чем через 2 суток после начала расследования двойного убийства привело Дэвида Стага в ужас. После того, как было найдено тело Тани Никол, никто и представить себе не мог, что безумная череда убийств продолжится. И третий труп стал для нас настоящим шоком. Однако расположен он был совсем не так, как первые два. Тело было найдено на суше, в лесополосе, меньше чем в 15 километрах от центра Ипсвича. Но Стюарта Галла встревожила, как труп лежал. Она была обнажена, лежала в определенной позе. То есть преступник явно потратил какое-то время на то, чтобы так ее положить. Убийца придал телу форму креста. Она выглядела такой невинной, как ангел. Отличительные татуировки на теле позволили опознать в третьей убитой девушке мать одного ребенка, 24-летнюю Аннели Алдертон. Заявление о ее пропаже не поступало. Как и другие жертвы, Аннели продавала себя, чтобы оплатить свое пристрастие к наркотикам. Дэвид Стаг понимал, что это первый реальный шанс обнаружить улики, которые позволят установить личность убийцы. Тело Аннели Алдертон находилось на сухой земле. Один этот факт был для нас прорывом с криминалистической точки зрения, потому что вероятность найти улики не только на теле, но и на месте преступления была гораздо выше. Патологоанатом смог установить причину смерти – обструкция дыхательных путей. Удушение – особо интимная форма убийства. Через способ убийства преступник выражает крайнюю степень власти и контроля над жизнью другого человека. Вскрытие выявило еще один трагический аспект убийства. Аннели была на 3-м месяце беременности. Это открытие изменило все для криминального репортера Джоша Варвика.
Новость, что Аннели была беременна, придала другой оттенок освещению дела в прессе. Отношение людей вдруг стало очень человечным и сочувственным. Пока никаких особых подвижек по делу не было. По свидетельству очевидцев, Аннели садилась в поезд как раз за неделю до того, как был найден ее труп. Камеры, установленные в поезде, зафиксировали ее в момент поездки, но на этом данные обрывались. Меньше чем за неделю были найдены 3 жертвы убийства с очень похожими биографическими данными, и у криминалиста Дэвида Уилсона не возникает сомнений относительно типа убийцы, которого ищет полиция. Когда нашли третье тело, я первым сказал, что в Ипсвиче орудует серийный убийца. Разумеется, я не бросался словами, поскольку, с моей точки зрения, они очень точно отражали степень серьезности обстоятельств. Я был убежден. Страшная находка 3 трупов привлекла внимание мировой прессы к Ипсвичу. Кризис разразился буквально за ночь. Улицы заполонили группы людей, все они были журналистами. Казалось, что они наталкиваются друг на друга, отчаянно пытаясь найти проститутку, которая согласилась бы дать интервью. Несмотря на тот факт, что убийца выбирал в жертву проституток, большинство девушек продолжали, как обычно, работать на улицах. Мы были обеспокоены и напуганы, но должны были продолжать работать. Нам нужно было платить за наркотики. Что-то есть. Полиция обнародовала предупреждения, чтобы убедить девушек не выходить на улицы. Однако эти предупреждения игнорировались. Еще 2 девушки пропали. Аннет Николс. Повторите, пожалуйста. Пола Кленнелл. Пропавшими без вести были мать 3 детей Пола Кленнелл, которую полиция допрашивала ранее в связи с этим делом, и 24-летняя Аннет Николс. Она была моей лучшей подругой. Единственной. Это самый удивительный человек в моей жизни. Она изменила мою жизнь к лучшему. Всего за 6 дней до исчезновения Пола Кленнелл дала интервью съемочной группе местного телевидения. Почему вы решили выйти сегодня? Мне нужны деньги. Несмотря на опасность. Конечно. Страшновато садиться в машину. Но вы это сделаете сегодня? Ну, может быть. После исчезновения еще 2 девушек полиция провела пресс-конференцию. Репортер Джош Варвик был поражен таким поворотом событий. Это для всех стало шоком. А для нас особенно, потому что, как нам сказали, обе эти девушки были проститутками и наркоманками. Это было просто невероятно. Меньше чем через сутки после пресс-конференции появились новости. Еще 1 труп нашли. Где? В лесу, недалеко от того места, где было найдено тело Аннели Андертон. Как белки в колесе с воскресенья, когда нашли Аннели Андертон. Возьмите как можно больше людей, оцепите место, чтобы ничего не пропустить. Едем. Я был удивлен и поражен. И, разумеется, осознавал сложность и масштаб дела, с которым мы работали. Несмотря на то, что полицейские были на месте уже через несколько минут после сообщения о найденном трупе,
Их встречали камеры. В какой-то момент вам придется уехать. На помощь был вызван полицейский вертолет. Все подтвердилось. Тело было найдено в лесном массиве, всего в 6 метрах от обочины дороги. Поисковая группа с вертолета передала снимки в полицейское управление. Помню, я посмотрел на экран и увидел скрюченное тело обнаженной женщины. Но скоро Стюарту Галлу предстояло увидеть еще более ужасное зрелище. Серийные убийцы. Зима 2006-го. Всего за 6 недель из квартала красных фонарей Ипсвича пропали 5 женщин. Тела 3 были найдены. Тело 4 только что было обнаружено в лесу. А полиция продолжала обследовать местность с воздуха. Для наблюдателя Мэгги Уильямс операция приняла неприятный поворот. Я навела камеру на первое тело, и мы с командой решили обследовать остальной массив. И когда я сделала панорамный кадр, то на экране появился еще один труп. Тогда мы поняли, что да, действительно, там 2 тела. Относительно рядом, в одной местности. Снимки с камеры вертолета были переданы в полицейское управление Саффолке. Потребовалось несколько секунд, чтобы это переварить. И я понял, что мы нашли 4-ю и 5-ю жертву. Этот момент был особенно сложным. Вскоре полиция подтвердила, что тела принадлежат Полли Кленнелл и Аннет Николс. Что ударило по мне больнее всего, и до сих пор мне сложно с этим смириться. Это смерть Аннет. Не могу поверить, что ее не стало, что она погибла. Я не хочу в это верить, но приходится. Вскрытие показало, что Полли Кленнелл умерла от сдавливания горла. Но причины смерти Аннет остаются загадкой. Как это не трагично, но все 5 пропавших женщин были найдены мертвыми. Стюарт Галл неохотно признал, что полиция ищет серийного убийцу. Несмотря на то, что нам были известны причины смерти только 2 жертв, существовала вероятность, что все они погибли в результате удушения. Сложив воедино все данные, мы пришли к обоснованному выводу, что в похищении и убийстве всех 5 девушек было задействовано одно или несколько лиц, действовавших вместе. В деле были задействованы 600 сотрудников саффолкской полиции при содействии 500 полицейских со всей страны. Это была крупнейшая операция на востоке Англии по поиску преступника. После заявления, что орудует серийный убийца, внимание средств массовой информации резко возросло. Думаю, никто не будет спорить, что убийство – дело рук одного человека или нескольких соучастников. На том этапе мы держали под подозрением нескольких человек, однако мы должны были действовать очень методично, используя научный подход. Нельзя объявить подозреваемыми всех, в противном случае никаких результатов ждать не приходится. Один подозреваемый сам себя подставил под удар. После интервью в газете, в котором он признал, что был знаком со всеми 5 жертвами, Тома Стивенса арестовали. В ходе охоты на саффолкского душителя полиция задержала местного жителя, который помогает в расследовании. Полицейским пришлось арестовать Тома Стивенса после того, как он заявил: «Я знал всех 5 девушек, все они были у меня дома, и у меня нет алиби на те ночи, когда они пропали». При подобных обстоятельствах надо быть сумасшедшим, чтобы не задержать человека, который открыто заявляет подобное.
В отсутствие веских улик, полицейским скоро пришлось бы отпустить Стивенса. И они это знали. Но судмедэксперты вдруг сделали большой шаг вперед. С тел Аннели Алдертон, Аннет Николс и Полы Кленнелл были взяты крошечные частички ДНК. Все 3 девушки были найдены на земле. Узнав об этом, я удивился, принимая во внимание крайне неблагоприятную среду, в которой были найдены эти девушки. Я совершенно не ожидал, что удастся найти хоть что-то так быстро, как это получилось. Задача криминалистов выяснить, принадлежит ли ДНК убийце. Но здесь была одна проблема. Материала могло оказаться недостаточно для точного исследования. Чтобы установить генетическую картину ДНК, команде нужно было определенное количество материала. Применив технику, известную как реакция полимерной цепи, при которой нити ДНК, обнаруженные на телах, многократно копируются, обеспечивая криминалистов достаточным материалом для анализа. Результаты поразили Дэвида Стага. Помню, когда мне сообщили, что есть совпадение ДНК, связывающее тела с убийцей между собой, сначала не мог поверить своим ушам. Вероятность такого результата 1 на триллион. ДНК, взятые из 3 разных тел, принадлежат одному человеку. Но кому? Образцы проверили по национальной базе данных ДНК. Криминалистам удалось раздобыть ДНК с одного из тел. Совпадение есть? Да. Том Стивенс? Нет. Местный житель по имени Стивен Райт. В тот период Стив Райт не попадал нам в поле зрения, но в системе он уже был. Его останавливали при проверке на дороге, когда расследовали исчезновение Тани Никол. Ладно, проезжайте. Быстро установили, что Райт работает в городе водителем погрузчика и живет на Лондон-Роуд, одной из улиц, входящих в квартал красных фонарей Ипсвича. Установите за ним круглосуточное наблюдение. Посмотрим, что получится. Есть. Полицейские Саффолка понимали, что задержание нужно проводить осторожно. За Райтом установили круглосуточное наблюдение. Как только личность подозреваемого установили, началось планирование фазы задержания. С нашей точки зрения, самым важным был вопрос, как связать дело с его домом, машиной, с ним самим, когда он будет арестован. Криминалисты понимали, что дают время подготовиться к аресту Райту. Они понимали, что идут на обдуманный риск. Откладывая арест Стивена Райта на 24 часа, я обложил его со всех сторон. И я не мог допустить, чтобы он снова вышел на охоту. Как только приготовления были завершены, ранним утром 19 декабря полиция прибыла к 79-му дому по Лондон-Роуд. Стивен Райт? Да. Стивен Райт, вы арестованы по подозрению в убийстве Тани Никол, Аннели Алдертон, Джеммы Адамс, Полы Кленнелл и Аннет Николс. 48-летний мужчина был арестован у себя дома в Ипсвиче сегодня, 19 декабря, в 5 часов утра. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Он был арестован по подозрению в убийстве всех 5 женщин. Полицейские проверили биографию человека, способного, по их мнению, убить 5 девушек.
Райт родился в 1958 году в Норфолке. В семье было 4 детей. Детство Райта было несчастливым. Мать ушла из дома вскоре после его 8-го дня рождения. Не имея профессии, Райт часто менял место работы, после чего в течение 6 лет был стюардом на лайнере Queen Elizabeth II. В 1988 году Райт стал владельцем паба, но не слишком успешно. После 2 неудачных браков и растущих долгов Райт нашел работу бармена в отеле «Брук». Его поймали на краже 8 фунтов из кассы, после чего его ДНК попала в национальную базу данных. За несколько недель до исчезновения Тани Никол Райт переехал на Лондон-Роуд в дом 79, в самое сердце ипсвичского квартала красных фонарей. Самое интересное в серийных убийцах не то, что они олицетворяют зло, а то, насколько они в этом банальны. Поражает именно их обыкновенность. И когда я узнал о происхождении Стива Райта, меня снова задело ощущение того, насколько обыденны серийные убийцы. Полиция Саффолка допросила Райта. Ладно, Стив, неужели никогда не хотелось воспользоваться услугами проституток? Без комментариев. Когда его арестовали, первые 8 часов допросов он на все отвечал без комментариев. Ты должен нам все рассказать, Стив. Нам нужно знать, о чем ты думал в тот период. Без комментариев. Он не собирался сотрудничать с нами, чтобы помочь нам решить эту загадку, понять, почему он совершил эти преступления. На теле последней пропавшей девушки была обнаружена твоя ДНК. И на той, что была перед ней. В обоих случаях на их обнаженных телах. Как это возможно? Без комментариев. Но и без признательных показаний ДНК с тел убитых было достаточно для Стюарта Галла, чтобы предъявить Райту обвинение в убийстве всех 5 женщин и отпустить Тома Стивенса. Процесс по делу Райта был назначен на январь 2008 года. Теперь перед криминалистами стояла задача найти убедительные доказательства, связывающие Райта с 5 убитыми девушками. Полиция конфисковала автомобиль Райта. В рамках криминалистического расследования мы определяем машину Стива Райта как главное вещественное доказательство, которое необходимо тщательно исследовать. И не только на предмет наличия волокон, но и на предмет любых других улик. Однако существует потенциальная проблема. По словам соседей, они видели, что Райт, как одержимый, постоянно вычищал свою машину и днем, и ночью. Криминалистов это не отпугнуло, и они начали скрупулезно обследовать машину на предмет волокон, надеясь, что их удастся сопоставить с волокнами, найденными на телах. Их усилия принесли свои плоды. Первая важная находка имела отношение к уликам, найденным на теле Аннет Николс. Мы обнаружили волоски искусственного меха. В машине Стива Райта были найдены 2 точно таких волоска в выемке для ног. Они идеально совпали с теми, что были найдены на теле Аннет Николс. Криминалисты, занимавшиеся исследованием волокон, обнаружили еще кое-что. На пленках с заднего сиденья мы нашли некоторое количество крошечных капель крови. Это была совершенно неожиданная находка, но, тем не менее, чрезвычайно важная. Рекомбинируя отдельные частицы крови в единую каплю, удалось получить достаточно ДНК для проверки на соответствие.
Кровь принадлежала Поле Кленнелл. Когда флуоресцирующий жилет Райта обследовали под микроскопом, на нем обнаружили кровь Полы Кленнелл и Аннет Николс. Это усилило доказательную базу против Стива Райта, поскольку если раньше у нас были улики, которые можно было объяснить обычным контактом с девушками, совершенно невинным, например, в качестве клиента, то кровь — это в любом случае нечто более серьезное. Зная теперь марку и модель машины Райта, детективы еще раз пересмотрели пленки с камер наружного наблюдения. Его Мондео увидели выезжающим из Ипсвича в ночь, когда Джема Адамс не пришла на встречу со своим парнем. Совпала и модель машины с той, в которую садилась Таня Никол. Теперь у полицейских были веские улики, связывающие Райта с Аннели Алдертон, Полой Кленнелл и Аннет Николс. Но убедительных доказательств, связывающих его с Таней Никол и Джемой Адамс, тела которых были найдены в проточной воде, по-прежнему не хватало. А без них все дело против Райта было под угрозой. Серийные убийцы. 48-летний Стив Райт был арестован по подозрению в убийстве 5 женщин. Криминалисты нашли доказательства, связывающие Райта с Аннели Алдертон, Полой Кленнелл и Аннет Николс, с 3 жертвами, найденными на суше. Но найти улики на телах первых 2 жертв пока не удалось. Нам было необходимо найти доказательства, связывающие Стива Райта с убийствами Тани Никол и Джемы Адамс. Мы знали, что вероятность обнаружить на телах ДНК ничтожно мала, поскольку они находились в воде, однако в волосах могли остаться волокна. Именно на этой области мы сосредоточили свои усилия как наиболее перспективные. Чтобы установить связь между Райтом и 2 первыми убийствами, криминалисты собрали все, что запуталось в волосах Тани и Джемы. Они извлекли больше 2 килограммов мусора. Просеивая этот материал, криминалисты несколько недель исследовали каждую крошечную частичку. Вопреки всему, они нашли то, что искали. Окрашенные волокна, застрявшие в волосах Джеммы. В частности, мы нашли полиэфирные микроволокна голубого цвета, совпадающие с подкладкой спортивного костюма Стива Райта. Нашли красные полиакрилонитрильные волокна, имевшиеся в машине Стива Райта и на его диване в гостиной. Но только одно волокно, извлеченное из волос Тани, стало последним звеном в цепи криминалистических доказательств. Что касается этого волокна, оно было извлечено из мусора в волосах Тани Никол. Это черное нейлоновое волокно с очень характерным поперечным сечением. Волокна такого типа часто используются в коврах. Но откуда взялось это волокно? И снова, ответ нашелся в Мондео Райта. Волокно соответствовало волокнам в ковриках машины. Это было для нас очень важно, поскольку означало, что Таня была в его машине. Однако возник вопрос, каким образом волокно от ковриков могло попасть в ее волосы? Мы могли сделать только один вывод. Ее голова была в принудительном контакте с ковриками машины. Это могло происходить в процессе удушения, либо когда тело перевозили к месту, где его выбросили. Теперь у криминалистов были убедительные доказательства, связывавшие Райта со всеми 5 жертвами. — 14 января 2008 года начался процесс над Стивом Райтом. Мы чувствовали на себе пристальное внимание и давление.
На нас возлагались большие ожидания, но, конечно, до тех пор, пока доказательства не были представлены суду, о какой-то определенности говорить не приходилось. Райт заявил о своей невиновности по всем 5 обвинениям в убийстве. В течение 15 дней суд изучал криминалистические доказательства против Райта и пленки с камер наружного наблюдения. 7 февраля Стив Райт выступил в свою защиту. Он попытался дать правдоподобное объяснение, как его ДНК могла попасть на тела убитых женщин. У меня был секс с Джемой Адамс на заднем сиденье моей машины. Также Райт признал, что снял Таню Никол, но настаивал, что та недолго пробыла в его машине. Когда она села в машину, я увидел у нее на лице прыщи, и это меня оттолкнуло. На мой взгляд, Стив Райт был особенно жесток в описании Тани Никол. Для меня это о многом говорит с точки зрения психологии. Раз он позволяет себе такое при описании этих девушек, значит, ему было достаточно просто убивать их. Однако объяснения Райта вскоре начали рассыпаться. Под градом вопросов, которые на него посыпались, он ничего не смог поделать, и в его ответах начала просачиваться ужасная правда. Нет, я не могу ответить на этот вопрос, я не могу сказать. Можно и так сказать, не знаю, откуда взялась кровь. Процесс длился больше месяца. В четверг, 21 февраля, после 6 часов обсуждений, присяжные вернулись, чтобы вынести вердикт. У меня сердце колотилось, меня всего трясло. Я пытался налить себе воды, но не смог. Это было невероятное напряжение, на нас давил невыносимый груз ожидания. Райта признали виновным во всех 5 убийствах. Когда был оглашен обвинительный приговор, мы сначала испытали колоссальное облегчение, а потом огромную гордость, особенно за работу криминалиста, поскольку знали, какую важную роль в расследовании сыграли. Судья приговорил Райта к пожизненному заключению. Стив Райт умрет в тюрьме. Серийные убийцы получил по заслугам, правосудие свершилось. Но самое большое облегчение испытали 7 убитых. Они могли теперь подвести черту под очень сложным периодом своей жизни. Сейчас квартала красных фонарей в Ипсвиче как такового не существует, что помогает стирать воспоминания о тех 10 декабрьских днях. Но у некоторых смерть 5 молодых женщин оставила душевные шрамы, которые до сих пор глубоки. Если люди хотят видеть, как я плачу, пожалуйста, потому что все это действительно случилось. Я знала этих девушек и не буду сдерживать слезы, они были моими подругами. Это наше с Джемой дерево. Неважно, кем она была. Чем занималась, что сделала, она все равно была человеком, молодой девушкой. Надеюсь, дерево будет цвести каждый год, вызывая румянец на ее щеках. Где бы она сейчас ни была.